Я призналась трансвеститу, навела. Я попала в роман ужасов с рейтингом R19, как соседка по комнате, которая была ужасно убита трансвеститом, который совершает резню из-за почернения из-за своего ужасного детства. Разве резню не удалось бы предотвратить, если бы проблема отсутствия привязанности у этого человека была решена? Поэтому я призналась ему. Ты мне нравишься. Точка. Я девушка. Упс. Но ты мне все равно нравишься. Молоко уже пролилось. Я упорно трудилась, чтобы предотвратить резню в оригинальном романе, держась поближе к главному герою трансвеститу. Теперь все, что мне нужно сделать, это показать, что этот человек был мужчиной. Неужели его никогда не поймают на том, что он переодевается женщиной? Эй, ты же мужчина. Нет, не бросай меня, Бри. Он даже расплакался. Почему ты плачешь? Жанры иссякай, драма, комедия, история, романтика, сэдзё, фэнтези, гендерная интрига, ГГ-женщина, средневековье, реинкарнация. Спаси меня. Что, черт возьми, с тобой не так, пожалуйста. Когда его голос, словно эхо, прокатился по волнам, на студентов начал надвигаться черный туман. Это был темный и завораживающий цвет. Распространяющийся дым вскоре унес жизни студентов. Слабый крик был поглощен тихим ветром. Среди холодных тел остался только Лето Арсен, уставившийся пустыми глазами в половину. В тот момент, когда я впервые увидела Лето после поступления в академию, я поняла, что попала в роман. Как только я увидела в его рыжие волосы, я поняла, что он был главным героем детективного романа ужасов рейтинга R19. Как распознать убийцу? Мне конец. Мне конец. Он был вторым сыном, рожденным от герцога и его любовницы. Однако над ним издевались за то, что он был сыном любовницы. Поэтому у него не было другого выбора, кроме как переодеться в женскую одежду в своей праведной и консервативной семье. Страдая от отсутствия привязанности из-за жестокого обращения и пренебрежения со стороны родителей, он впервые решился на убийство в возрасте 19 лет. А сейчас ему 18 лет. До его первого убийства оставалось чуть больше года. Точно так же моя жизнь тоже прерывалась через год. Согласно роману, Лето убьет всех своих одноклассников. Именно так. Брисеис Пьер, была соседкой Лето, девушкой из его класса. Я не могу вот так разрушить свою жизнь. Я прожила довольно хорошую жизнь до того, как узнала, что попала в роман. Хотя я не была богатой, я родилась дочерью барона, и мои родители любили меня. Чтобы отплатить за любовь таких родителей, я усердно училась и поступила в Академию Лекси, где, естественно, заслужу почет и богатство, как только закончу учебу. Я думала, что моя жизнь только начинает расцветать. «Двигайся», — резко сказал Лето. Мы вдвоем, только что поступившие в Академию Лекси, несли свой багаж. Я неловко встала и уставилась на Лето. Он, кажется, был очень расстроен и, похоже, не очень был рад быть моим соседом по комнате. Когда я впервые прочитала эту книгу, мне, честно говоря, стало жаль Лето. Это было связано с его неудачной историей с семьей. Сколько слез было пролито в его детстве, когда он боролся за жизнь и пытался быть любимым. «На что ты смотришь?» Почувствовав мой пристальный взгляд, Лето посмотрел на меня, нахмурившись. «Хорошо, Лето, раз уж дело дошло до этого, я тоже должна попытаться остановить убийство». Размышляя об этом, я положила свой багаж на кровать, улыбнулась и потянулась к Лето. «Здравствуй, меня зовут Брисеис Пьер. Не стесняйся называть меня Бри». Лето отвернул голову в ответ на мое оживленное приветствие. «Могу ли я сделать это хорошо?» И это с треском провалилось. В течение нескольких дней я повсюду следовала за Лето и пыталась сблизиться с ним. Всякий раз, когда это случалось, Лето смотрел на меня так, как будто у него было плохое настроение, и откровенно отвергал меня. Что, черт возьми, с ней не так? У нее красивое лицо, но характер странный. Бри, не играй с ней, просто поиграй с нами. Хорошо? Мои одноклассники не хотели, чтобы я играла с Лето, но я ничего не могла с этим поделать. Нет, Лия на самом деле добрая девушка. Дети посмотрели на меня с недоверием и покачали головами. Конечно, Бри, ты просто слишком добрая. Не старайся так сильно. Тебе следует просто быстро сдаться, если ты устанешь. Дети развеселились и отправились в класс другого профессора, чтобы научиться фокусу с ядом. На нашем магическом факультете многие дети учились делать яд, выращивать драконов и изучать магию исцеления. Но мы с Лето были другими. Мы изучали темную магию профессора Харца,
свирепого и дерзкого профессора. Это был предмет, которого все студенты избегали. Я тоже старалась избегать его, но для того, чтобы сблизиться с Лето, у меня не было другого выбора, кроме как выбрать ту же тему. «Лия, давай пойдем вместе». Лето проигнорировал меня, когда я погналась за ним. Это не означало, что я собиралась сдаваться. Я села рядом с ним и стала ждать прихода профессора. В то же время я задала Лето несколько вопросов, на которые он проигнорировал и отказался отвечать. «Нет, давай взбодримся. Это немного сложно, но давай сделаем все возможное, чтобы выжить». Затем, зевая, вошел довольно усталый профессор Хартс. Он быстро просмотрел журнал посещаемости и взглянул на 5 детей в классе. Профессор Хартс, который закрыл книгу посещаемости, даже не вызвав явку, сразу же начал урок. Ух ты, это так скучно. На уроке, который был не очень познавательным, я тоже чуть не зевнула. О, я не должна была засыпать. Я взглянула на Лето и увидела, что он старательно что-то записывает. Вдохновленный энтузиазмом Лето учится, я снова попыталась схватить ручку, но затем профессор Хартс посмотрел на Лето. «Ты, убирайся». Внезапно он выгнал Лето. «Я не понимаю». Когда Лето спросил, профессор Хартс выглядел недовольным и нахмурился. «Ты не подходишь для темной магии. Точка». Сначала я была озадачена, но потом меня осенило. Лето собирался убить всех наших одноклассников с помощью темной магии через год. А боже мой, почему я подумала об этом только сейчас? Профессор Хартс уговаривал его уйти, вероятно, из-за необычного чувства, которое испытывал из-за Лета. «Давай, уходи». Лето в конце концов вскочил со своего места с застывшим от гнева лицом. Я затаила дыхание, когда он захлопнул дверь и ушел. Это огромная проблема. Профессор Хартс снова начал урок, как ни в чем не бывало, но никакие слова не доходили до моих ушей. Я беспокоилась только о Лето. Когда урок наконец закончился, я поспешила подняться со своего места, но профессор Хартс остановил меня. «Ты дружишь с этим ребенком, не так ли?» «Так и есть. Этот ребенок. Она опасна. Не подходи к ней слишком близко». «Спасибо вам за совет. Мне все равно». Я быстро покинула класс, чтобы поискать место, куда мог бы пойти Лето. Я попыталась обыскать ванную, но его там не было. Тогда я подумала, что он может быть в классе, но его там тоже не было. Попытка найти Лето в Большой Академии Лекси была похожа на поиски Джеймса Уэста в Сеуле. 1. Где ты находишься? Покружив по Академии, я устала и вернулась в общежитие. Внезапно передо мной появилась знакомая спина. Лето был на кроличьей ферме перед общежитием. Я неосознанно замерла при виде того, как он прикасается к кролику. Он пытается убить его. Я поспешила за ним, но вскоре обнаружила, что Лето улыбается и гладит кролика по голове. Ах, нет. Уставившись на фигуру Лета, я медленно приблизилась к нему. Лето, который ласково гладил кролика, поспешно встал. Он уставился на меня, совсем не так, как смотрел на кролика. «Вот ты где? Я искала тебя». «Что?» Я думаю, что слова профессора Хартса были слишком резкими, так что не волнуйся слишком сильно. Я медленно приблизилась к Лето. «Держись подальше, Лия, потому что ты раздражаешь». «А? Это очень разочаровывает притворяться, что ты близка со мной. Это раздражает. Ты знаешь, как сильно я хочу оттолкнуть тебя. Если ты подойдешь еще ближе, я действительно оттолкну тебя назад». «О, так страшно. Лия, я действительно хочу быть рядом с тобой». «Это отвратительно». «Действительно». Лето посмотрел на меня, нахмурившись. «Я не могу обещать, что я сделаю с тобой, если ты подойдешь еще ближе». Я вздрогнула от его ужасного замечания. «Ни за что. Только не говори мне, что собираешься убить меня. Для моей семьи не будет большой проблемой разрушить такую семью, как твоя». «Что? Так что не подходи близко». «Поняла». Я никогда не думала, что он втянет в это мою семью или родителей. Похоже, что моя попытка сблизиться с ним потерпела неудачу. Тогда что мне теперь делать? Неужели я так и умру? Я не могу этого сделать. Мне нужно найти решение. Решение. Был полночь. Я спокойно посмотрела на Лето, который повернулся ко мне спиной, и заметила, что он не спит. Я осторожно поднялась, когда увидела, что его плечи дрожат, как будто ему приснился кошмар. Я могла видеть рыжие волосы Лета в лунном свете. Девушка с длинными рыжими волосами, не спадающими на плечи, белой кожей и красивым платьем. «Лето, Арсен, ты симпатичный, хотя я знаю, что ты мужчина». Я сглотнула. Ладно, это было идеальное время. «Привет, Лия». Когда я назвала Лето его вымышленным именем Лия, он повернул голову. В поле моего зрения появилось лицо Лии,
которая пристально смотрела на меня, словно спрашивая, зачем ее позвали. Его рыжие волосы и черные глаза, трехмерное лицо, скульптурные глаза и милый кончик носа. Его красные губы были соблазнительны. «Что?» — он резко спросил. Я глубоко вздохнула и сказала: ты мне нравишься. Я призналась. Мое сердце бешено колотилось, когда я притворилась застенчивой и заговорила, слегка опустив лицо. Лето был смущен моим резким признанием и ничего не сказал. В комнате было темно из-за облаков, затенявших лунный свет. Затем он, наконец, открыл рот. «Я же девушка, а? И ты тоже девушка. О, боже, мы сейчас одного пола». Ага, я была в полной заднице с самого начала. Мы оба были женщинами. И я призналась ему, не подумав об этом. Я посмотрела на реакцию Лета, и, похоже, он тоже был смущен. Несмотря на это, он не ответил мне обычным холодным тоном на такое признание. Была ли какая-то надежда? Ну, в любом случае, это было пролитое молоко. «Ты мне нравишься». Скорее, я говорила более уверенно, чем раньше. Лето вдруг сжался и настороженно посмотрел на меня. «Что ты делаешь?» Лето с трудом открыл рот. Тем не менее, это было лучше, чем ругать меня, как раньше, поэтому я почувствовала внутреннее облегчение. «Тебе нравятся женщины?» Вместо этого, похоже, возникло недопонимание. «Ты мне нравишься больше, чем женщины». «Ты мне нравишься, Лия, искренне». «Я девушка». «Хорошо, давай просто скажем, что мне нравятся женщины». Глаза Лета дрогнули от моих смелых слов. Казалось, он не знал, как мне ответить. На самом деле, признание одного и того же пола было очень деликатным вопросом в этом мире. Возможно, именно поэтому он был шокирован моим признанием. В обычной ситуации он бы резко отверг меня, но Лето, казалось, был осторожен как никогда. «Ладно, вот как надо было действовать. Лия, я влюблена в тебя. Я видела, как ты гладила кролика. Лия, ты очень милая. Так что ты хочешь?» Заикаясь, спросила Лия. «Точно. Так чего же я хочу?» Если я откровенно сказала ему, чтобы он перестал убивать, я чувствовала, что умру в руках Лета именно в этот момент. Брак. Давай просто уйдем отсюда». Я определенно зашла слишком далеко. Лицо Лета побледнело. Он вдруг посмотрел на пол и указал на линию посреди комнаты. «Не переходи сюда. Нет, я имею в виду, жениться еще рано, так что давай начнем встречаться». «Нет, я не хочу, так что не переходи. Я собираюсь спать, так что не трогай меня». Лето тут же лег в кровати, накрылся одеялом. Когда я поднялась с кровати, он вздрогнул и закричал: «Не подходи ко мне. Если я буду двигаться дальше, его чувствительность может повыситься, поэтому мне лучше остановиться на сегодня». В конце концов, я легла на кровать и открыла рот, глядя на Лето. «Спокойной ночи, Лия». Он был поражен, но ничего не сказал. «Не подходи ко мне, держи дистанцию». Лето очень настороженно относился ко мне. Когда я пыталась подойти ближе, он вздрагивал и убегал, а когда я пыталась сесть рядом с ним, он прыгал. Было странное ощущение, как будто мое существование стало для Лета объектом страха. Я подумала о Лето. Он был брошен матерью и подвергался жестокому обращению со стороны отца. Он жаждал любви матери, но на самом деле его никто не любил. Первое, в чем он нуждался больше всего, была любовь. Дать ему любовь и заставить его почувствовать себя счастливым было моей главной задачей. Я также хотела, чтобы Лето в полной мере насладился жизнью в академии. Я волновалась, смогу ли я сделать это как следует, но у меня оставалось еще около года. «Лия, следующий предмет — магическое рисование. Пойдем вместе». Когда я догнала его, Лето даже не смог сказать «нет» и просто промолчал. Даже когда я улыбалась, он просто молча избегал меня. Тем не менее, я упорно следовала за ним и сел рядом с Лето. Мало того, я даже послала ему записку посреди урока. «Лия, ты сегодня такая красивая». От неожиданной записки Лето, не задумываясь, разорвал бумагу на кусочки. Но я была не из тех, кто разочаровывается из-за этого. На этот раз, когда я снова послала ему записку, он ответил, не разорвав ее: «Если ты пришлешь мне еще одну записку, я расскажу профессору». О боже, я не могла поверить, что вы использовали профессора в качестве угрозы. Я не боялась, но я думала, что Лето очень рассердится, если я переступлю черту,
Поэтому я делала это умеренно. Даже после занятия я флиртовала с Лето и бегала за ним. Естественно, я заняла место напротив Лета даже во время обеда. «Лия, ты ведь любишь клубничный джем, правда?» Я усмехнулась при виде тарелки Лета, полной клубничного джема. Ты тоже не такая уж и крутая. Лето впервые заговорил со мной. Он недоверчиво моргнул, увидев наваленные на моей тарелке сосиски. О, я была одержима сосисками с самого детства. Да, я люблю сосиски. Я тоже дам тебе одну. Когда я дала одну Лето, он уставился на сосиску, которую я ему отдала. Знаешь ли ты, когда я даю кому-то сосиску, это значит, что он мне очень нравится. Ты можешь это сделать? Лето вдруг тихо спросил. Что? Они подумают, что ты странная. Тогда как же, все будут ругаться на тебя. Лето беспокоился обо всем. Я была благодарна Лето за то, что он думал обо мне, не обращая внимания на странные звуки, направленные на него. Я думаю, у тебя более мягкое сердце по сравнению с тем, что я читала в книге. Было трогательно видеть его дружелюбную сторону вживую. Он действительно был мягкосердечным. Все в порядке. Это то, насколько ты мне нравишься. Мне плевать на других детей. Когда я сказала это с улыбкой, Лето молча съел клубничный джем, глядя на сосиску, которую я ему дала. Ты не собираешься ее есть? Ты не любишь сосиски? Лето покачал головой, когда я спросила, чтобы приберечь ее наконец. При этих словах мне показалось, что я сейчас улечу, но я постаралась не показать этого на своем лице. Лето положил много клубничного джема на конец сосиски и откусил кусочек. Его выражение лица слегка просветлело, как будто соленая колбаса была вкусной с каждым жеванием. «Вкусно, да?» Лето просто кивнул, когда я спросила. Когда мы возвращались в класс после еды, я снова заговорила с Лето. «Разве Бри не ведет себя странно в эти дни?» «Да, она тусуется с Лией, а не с нами. Но мне показалось, что я услышала, как одноклассники, с которыми я познакомилась во время церемонии поступления, сплетничают обо мне. О, это интересно!» В отличие от меня, которая старалась слушать внимательнее, лицо Лето ожесточилось. Выражение было настолько серьезным, что он не понял, что я пыталась схватить его за руку. Лето грубо отбил мою руку, оставив мою руку в воздухе. «Лия». Я была удивлена, но Лето, казалось, был удивлен не меньше и убежал. Я попыталась догнать его, но он был быстроногим и уже давно скрылся из виду. «Так что давай постараемся и подойдем поближе. Мы спасем Бри от Лии». Казалось, что Лето сильно заблуждался. Я попыталась поискать Лето, но не смогла найти его, поэтому тихо вошла в класс. Я увидела Лето, читающего книгу среди собравшихся учеников, и почувствовала себя немного разочарованной. «Я везде тебя искала. Где ты была?» «Я думаю, ты неправильно поняла, но на самом деле они не ругались на меня. Они не говорили за моей спиной. Так что не волнуйся слишком сильно. Не говори со мной». Лето снова холодно ответил. Дружба, возникшая между нами после совместного поедания сосисок, давно угасла. Разочарованная, я попыталась сесть рядом с Лето, но он оттолкнул стул. Стул упал на бок с громким стуком. В этот момент в шумном классе стало тихо. «Не подходи ко мне, Лия, потому что я тебя ненавижу». Лето ушел, не дав мне возможности сказать ни слова. После ухода Лета в классе повисла прохладная тишина. Я попыталась последовать за ним, но мои одноклассники быстро поймали меня. «Что с ней?» «Как грубо. Бри, просто прекрати это. Хватит. Этого не должно было случиться. Продолжение будет, когда наберется 40 лайков».